Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на вязание вот таких тапочек. Вы просили тапочки, и вот, пожалуйста, мы их свяжем. Очень актуальная вещь к осенне-зимнему сезону. Эти тапочки на подошве с микропористой резиной. Они очень удобные, плотненькие, ну и достаточно тепленькие, чтобы ходить по полу. И за счет того, что здесь микропористая резина, они не будут скользить. Так что я предлагаю вам сегодня вот вместе со мной и сделать такие тапочки. Если вы, друзья, смотрите еще это видео, не подписавшись на канал, то сделайте это прямо сейчас, нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите видео, которые будут выходить на канале. Все материалы на этом канале для вас абсолютно бесплатные, так что подписывайтесь и вяжем вместе. Ну а мы начинаем мастер-класс. Что нам понадобится? Ну, пряжа в первую очередь. Вот я купила такую триколина. Это пряжа производства Украины, стопроцентный хлопок, очень хорошего качества, ширина нити 5-7 миллиметров и на 290 грамм, вот моток большой, здесь 100 метров. Пряжа вообще очень хорошего качества, она довольно хорошо тянется, но мы вяжем при растягивании. Я буду использовать крючок, ну, наверное, 5 миллиметров, скорее всего, под эту пряжу. Я сейчас попробую, какой подойдет, 5-6, скорее всего, что 5, пятерка будет. Вот. И еще необходимо будет вот такая микропористая резина, но это не обязательно, это при желании. Если у вас полы не скользкие, вам не важно, будут скользить тапочки или нет, то можно просто их связать без подошвы. Я делаю специально, чтобы не скользко было. У нас полы плитка, поэтому обычные вязаные тапочки будут скользить. Но мы будем вязать двойную подошву, поэтому можно и без микропористой резины. Если с резиной, то вот такой у меня дырокол, которым я буду пробивать отверстия для того, чтобы потом пришить эту подошву к тапочкам. Некоторые могут приклеить при желании, но я вот просто предпочитаю пришить, покажу потом, как я это делаю. Довольно простой способ. Вообще тапочки вяжутся очень и очень просто. Вот так я буду прокалывать. Можно шилом проколоть эти отверстия, если вы будете пришивать микропористую резину. Я беру такую светлую. Можно использовать вот такие нитки. Они для обуви специально. Ну, я думаю, что я пришью наверняка этой же нитью, которую буду вязать. Итак, нам нужен крючок, нитки, вот эта микропористая резина, шило или дырокол. И в принципе все. Мы можем начинать вязать само изделие. Для начала я покажу. Вот я связала одну подошву. Сейчас я буду вязать еще одну. И вот вырезала к этой подошве микропористую резину, такую же, точно чуть-чуть поменьше по диаметру, чем подошва. Вот 23 сантиметра длина ноги. Это я мерила по реальной ноге, и 9 сантиметров ширина. Вот сейчас я расскажу, как мы рассчитываем на любой размер. Ну вот так, значит, вот у нас ножка. Я буду вязать для внучки тапочки, у нее 23 сантиметра, вот эта длина ножки. У вас она может быть любая, 24, 24,5, то есть вы должны замерить от большого пальца до конца пятки, сколько у вас сантиметров. Вот у меня 23. Ширина стопы по боковой части вот здесь у меня 9 сантиметров. То есть вы замеряете свою длину стопы, ширину стопы, и затем от длины стопы отнимаете ширины стопы. Получается вот у меня 14 сантиметров. Вот такая должна быть длина цепочки, с которой мы начинаем вязать эту подошву.
То есть вот отнимаете от длины ширину и получаете длину цепочки. Например, у вас там 25, ширина 10, значит у вас длина цепочки будет 15 сантиметров. Вот так вы на любой размер сможете себе связать эти тапочки. Ну и теперь нить, когда начинаем вязать, это трикотажная нить, поэтому надо обязательно вытягивать ее, чтобы она потом не была рыхлым вязанием. Поэтому вытягиваем и начинаем набирать цепочку. Цепочка должна быть у нас длиной 14 сантиметров. И я буду сейчас замерять и смотреть, сколько у меня получится петель на эту цепочку. Крючок я беру пятерку. Я попробовала, подходит пятерка лучше всего. И начинаем набирать. Так, первая начальная петля. Вот затягиваем, эту петлю мы считаем. Это будет первая петля у нас. И дальше вторая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 петель набрали. Сейчас посмотрю, сколько получается. Ну, это почти 7 сантиметров, чуть меньше. Ну, наверное, будет 20 или 21. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так, проверю сейчас. 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Вот 20 петель вот этой цепочки. И смотрим, сколько у меня. Так, получилось у меня 13,5 сантиметров. Еще одну петлю до 14 сантиметров добираем. Вот 21 петля. Воздушная цепочка. И теперь мы будем вязать следующим образом. Вот раз у нас 21 петля, у вас тоже может быть, делим напополам, получается у нас 10 плюс 10, и одна петля у нас еще будет как бы лишняя, да, не делится. Поэтому будем вязать так: 10 столбиков без накида, потом 1 полустолбик, вот это 11 петля, 9 столбиков с одним накидом, и 10 это будет у нас для добавок петля последняя. Вот так. 10 столбиков без накида в этой цепочке будут. Затем 1 полустолбик, 9 столбиков с одним накидом. И последняя 10 петля это будет добавки. Все, начинаем вот таким образом. Вяжем 10 столбиков без накида. Воздушная петля подъема. И со второй петли от крючка вяжем столбики без накида. Два, 3. Вот провязали 10 столбиков без накида. Теперь 11 у нас полустолбик. Делаем накид и провязываем столбик вместе с накидом. Вот так. Дальше вяжем 9 столбиков с одним накидом. Девять столбиков с одним накидом, вот так. 1. Довольно просто вяжутся эти тапочки, ничего сложного тут нет. 2. 3. Думаю, вы 9 столбиков провяжете самостоятельно. 3. И так 9 столбиков. Вот когда провязали 9 столбиков, вот в эту последнюю петлю, с которой мы начинали набор вот этой цепочки, мы провязываем 5 столбиков с одним накидом в одну петлю. Все столбики с одним накидом в одну петлю, потому что тут у нас будет разворот ряда. Провязываем 1, 2,
3, 4, 5. Вот 5 столбиков с одним накидом в одну и ту же петлю, вот в эту последнюю. Все, и теперь вяжем ряд в обратном порядке, то есть возвращаем, подтягиваем вот эту нить, конец нити, чтобы не было отверстия тут. Все, и теперь начинаем вязать сюда назад. То есть где у нас были столбики с одним накидом, мы будем провязывать там столбики с одним накидом. Над полустолбиком будем провязывать полустолбик, и над столбиками без накида будем провязывать столбики без накида. В общем, все точно так же повторяем, только с этой стороны. Начинаем над первым столбиком вот здесь. Вот эти 5 у нас не трогаем, и над первым столбиком с одним накидом начинаем вязать столбики с одним накидом. Вяжем тут 9 столбиков с одним накидом. Довязываем столбики с одним накидом. 7, 8, вот 9 у нас будет, и здесь полустолбик следующий. Довязываем 9. Теперь полустолбик над полустолбиком. И дальше вяжем столбики без накида до угла, вот сюда, до конца. 1 без накида, 2, 3, вот эта узкая часть, это у нас будет пяточка, а широкая часть это перед стопы. 4, 5, 6, 7, 8. Подтягиваем нить, не забываем. Ну, в принципе, и не забудешь, потому что так не подтянутая, она вяжется сложнее. 8, 9, 10. Вот так у нас получилось. Это первый ряд этой подошвы. Теперь нам нужно сделать добавки здесь, в эту последнюю петлю, и в следующие 2 добавляем по 2 столбика без накида. То есть мы там провязали 10 столбик, добавляем туда еще 1 в ту же петлю, и в следующие 2 петли тоже вяжем по 2 столбика без накида. 1, 2, и еще в одну петлю 1 столбик без накида, и сюда же еще 2 столбик. Вот так мы сделали добавки. Теперь разворачиваемся и по рисунку вяжем следующий ряд. То есть над столбиками без накида у нас будут столбики без накида, затем полустолбик. Вот, но тут будет меньше столбиков без накида, потому что мы добавки, под добавки использовали. Тут будет 8, потом полустолбик, и дальше идут столбики с одним накидом. Вяжем этот ряд по рисунку.
Это будет у нас уже второй ряд подошвы. Вот заканчиваем мы вот эту часть, столбики с одним накидом. И доходим до 5 петель, вот эти, которые у нас с добавками. И вот эти 5 петель будем вязать таким образом. 2 петли по 2 столбика, 1 петля 3 столбика с одним накидом. И 2 петли еще по 2 столбика. То есть вот вяжем первую петлю 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю, во вторую, тоже 2 столбика с одним накидом. 1. И в эту же петлю второй 2. Теперь в третью петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 1. 2. И сюда же еще 3. 2, 2, 3. И теперь еще 2 петли по 2. Вот так. 2, 2, потом в центральную 3. И вот в эту 2, как с той стороны и 2. То есть 5 петель у нас, где у нас были прибавки. Мы провязываем 2, 2, 3. И еще вот сейчас в эти 2 петли по 2. 1, 2. И в последнюю пятую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот так мы сделали прибавки здесь. 2, 2, 3 и заканчиваем вот сюда ряд, довязываем вот сюда до последней петли. А здесь с этой стороны довязываем вот эти столбики без накида и потом в 3 центральных петлях провязываем по 2 столбика, тоже столбики без накида. Вот в одну петлю 2 столбика без накида. Во вторую петлю тоже 2 столбика без накида. 1, 2. И в третью петлю тоже провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот так. Все. Сделали закругление. Здесь прибавки и здесь. И теперь у нас последний ряд остается. Мы по всей окружности провязываем столбики без накида. На нашу ширину подошвы этого будет достаточно. Если у вас подошва будет шире, то надо будет провязать еще дополнительный ряд или 2. Но тогда уже нужно все-таки провязывать ряды с прибавками. И вот в этих вот, где у нас на поворотах есть петли под прибавки, надо будет добавлять еще по 2 петли центральные. Поэтому мы вяжем вот так, провязали по всей окружности просто столбики без накида. И вот здесь перед центральной петлей за петлю останавливаемся, обрезаем нить. Сейчас вот проверим размеры. Вот получилось 23 сантиметра длина, это то, что надо, и 9 сантиметров ширина. Все, у нас подошва готова. Вот такая же будет она вторая. Теперь обрезаем нить. И сейчас сделаем завершение ряда вот здесь вот такой ложной петлей. Пропускаем. Вот после того, как нить обрезали, вот эту петлю пропускаем, а через одну протягиваем сюда эту нить. Построим еще одну петельку. Вот так, через одну петлю протянули вот сюда нить.
Вот, и вернули ее опять в эту петлю. То есть мы надстроили петлю и вот так сюда ее снова возвращаем. И у нас получилась вот такая петля. Все, закрыт ряд у нас. И теперь мы вот этот конец нити просто должны спрятать вот где-то здесь с изнаночной стороны в само вязание. Протягиваем сюда. Потом мы его обрежем и оставим его этот конец между подошвами. Его там не видно будет, поэтому здесь он не будет мешать. Так, на центр его просто сейчас протяну. Потом сделаю покороче и оставлю. Вот так. Все. Вот у нас подошва готова. И теперь нам надо эти две подошвы между собой соединить. Так как подошва будет двойная, мы вот их соединим. Вообще здесь не надо ничего придумывать под левую, под правую. Абсолютно одинаковые сделать подошвочки. И все. 4 вот таких заготовки нам нужно сделать. И потом по 2 их нужно будет связать вместе. Сшивать подошвы я буду соединительными столбиками, скользящими петлями. Так что тоже просто. Так, продеваем сюда с лицевой стороны крючок. Берем нить и по кругу сейчас будем обвязывать. Не забываем вытягивать нить хорошенечко, чтобы она была натянутая так. И теперь выводим сюда конец нити и идем в каждую петлю. Вот так, петля с одной подошвы, петля с другой подошвы. У нас одинаковое количество петель на обеих подошвах и вяжем соединительный столбик. Дальше следующая петля с этой подошвы, петля с этой подошвы. Берем за 2 ниточки, продеваем и вытягиваем соединительный столбик. Следующее то же самое. Вот так они идут. Такое соединение будет плотным и красивым. Вот так по кругу провязываем всю подошву. Если вы вязали одинаковое количество петель получилось, то вообще даже ничего не надо намечать, ничего не надо регулировать. Просто идем по петле с обеих подошв и доходим до конца ряда. Вот, соединили мы эти почти 2 подошвы. Сейчас вот этот конец нити спрячу сразу вовнутрь, чтобы он наружу не остался. Сюда между подошвами. Все, и довязываю ряд до конца. Подошва получается плотненькая, для тапочек вообще очень здорово. А когда вот ногой на такую подошву становишься, трикотажная пряжа, чем она хороша, что прямо помимо того, что вы ходите, удобно, мягко, в общем-то, но и с другой стороны она такой создает ощущение такого массажа стоп, потому что пряжа трикотажная, натуральный хлопок, и она такая довольно-таки жесткая, как бы, но и дискомфорта никакого вы не ощущаете, наоборот, приятные такие ощущения. Поэтому вяжем такие тапочки себе и получаем удовольствие от их носки. Заканчиваем ряд, последние вот тут петли провязываем столбиками соединительными.
Вот, доходим до центра. Все, нить вот здесь обрезаем. И конец нити прячем. Сильно длинную не надо оставлять. Вот, а теперь мы ее должны спрятать в центр подошвы. Вот прямо сюда ее забрать между подошвочками. И затем изнутри затянуть ее вовнутрь туда подошвы. В принципе, это несложно сделать. Я беру крючок немножко поменьше, поэтому не всегда захватывает у меня сразу нить. Ну, в общем-то, я думаю, что с этим моментом вы справитесь легко. Прячем этот конец нити. И подошва наша будет полностью готова. Я хочу ее просто вовнутрь, вот сюда прямо вовнутрь затянуть туда под подошву. Сейчас я вытяну, между подошвами вот сюда вставляю крючок и прячу ее. Она не выскочит оттуда, она будет плотно там держаться и уже здесь не будет распускаться. Друзья, пишите, пожалуйста, комментарии под этим видео. Нравится ли вам, понятно ли все. Не забудьте подписываться на канал, ставить пальчики вверх. Буду вам очень благодарна. Вот, все, ушла эта нить внутрь. Вот такая у нас получилась подошва. Теперь ее можно через влажную тряпочку отпарить. Вот, чтобы она ровненькая была. И дальше делаем точно такую пару еще. И затем мы просто пришьем к ней подошву из микропористой резины, чтобы не скользила. Хотя можно вот оставить такую подошвочку, она довольно плотная. И на ней уже можно просто ходить. Сторона, где коса, это лицевая. Вот здесь изнаночная сторона, где у нас просто стежки. Итак, вот 2 подошвы сделали. Теперь пришивать будем вот эти подошвы из микропористой резины. Как их вырезать, я сейчас вот покажу. Видите, у меня тут карандашные такие наметки. Я вот беру просто лист микропоры, ложу на нее подошву. И вот чтобы она была чуть меньше, то есть вот между косой вот сюда отмечаю, видите? И просто отмечаю, намечаю вот эти вот так вот. Иду по всей длине. И потом по вот этим наметкам. Ну, здесь у меня уже одну я сделала, вторую не обязательно намечать. И по вот этой же выкройке я сейчас вырежу вторую, а первую я по этим наметкам карандашным просто вырезала размер. Вырезаем просто ножницами. При необходимости край можно зашкурить, если у вас там неровно вырезана она была. И затем пробить отверстие. Отверстие вот я наметила. Можно на расстоянии где-то там, может быть, 0,6-0,7 сантиметра от края. Вот так пробиваю просто отверстие. Потом в эти отверстия я буду привязывать саму подошву. Вы знаете, я не думаю, что следует там заморачиваться, приклеивать еще, хотя это можно сделать. Можно приклеить подошву, можно ее приклеить и пришить. Можно в боковую часть резины, если она чуть потолще. Но у меня резина не сильно толстая, поэтому я просто ее привяжу. Можно вот таким шилом пробить отверстие. Если у вас нет дырокола, вы можете просто пробивать шилом. Микропористая резина, она довольно-таки мягкая, поэтому я думаю, что она пробьет отверстие.
Вот, ну и сильно близко тоже не надо, там оставьте хотя бы около полсантиметра расстояние от края, чтобы можно было потом не порвать, когда будете пришивать. И все, по всей окружности делаем отверстие, зашкуриваем вот эту боковую часть и уже теперь готовимся пришивать. Вот, я пришила одну, видите, обычными стежками. Просто вставляю нить в иголку с толстым ушком, с широким, и просто начинаю по кругу вот так стежками пришивать эту подошву. Концы нити потом прячу между двумя подошвами. Вот так иглу взяли и пришиваем. Ну, я думаю, что вы справитесь с этим. В конце ряда вот здесь завязываем на узел начало и конец нити, и затем опять же прячем между подошвами. Запрятываем вовнутрь. Вот сюда ставлю просто крючок между подошвами и затягиваю туда эти концы нитей. И все. Вот такая у нас подошва под тапочек готова. Второй конец нити мы тоже прячем. И теперь будем вязать вверх. Вверх я буду вязать отдельно от тапочка. Можно, конечно, с ним, но это будет неудобно, потому что подошва плотная очень. Вот, поэтому будем провязывать отдельно. Набираем цепочку из воздушных петель. Смотрим опять по размеру. Оставляем конец подлиннее, потому что потом пришивать надо будет к подошве, он нам пригодится. И набираем необходимое количество петель на воздушную цепочку. У меня объем ножки поверху должен быть внизу 9 сантиметров, поэтому я буду набирать для 9 сантиметров вот такую цепочку. И замеряем просто, сколько получится у нас петель. Будем считать. Я набрала 14 петель, еще петля подъема. И теперь вот так сюда переворачиваю цепочку, и вот в заднюю стенку цепочки в каждую петлю провязываю столбик без накида. Если мы вот так сделаем, то у нас будет край красивый, ровненький. Можно, в принципе, и по-простому, просто как обычно в петлю вставляем за стеночку. Но вот за заднюю стенку просто будет более такой, это все-таки тапочки. Впереди будет более крепкий, более ровный край. Вот так провязываем все петли. Видите, такой получается, как рубец впереди. Это хорошо. Вот за заднюю стеночку провязали каждую петелечку. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда провязываем последние вот эти вот столбики. Вот тут самый, где у нас набор петли был, тоже ее провяжем. Теперь воздушная петля подъема и разворачиваем вот сюда направо. Вот так раз. Развернулись. Вяжем следующий ряд. Вот сюда, в самую первую петлю от крючка, потому что мы будем расширять наверх. Провязываем столбик без накида. Буду показывать медленно, чтобы было понятно. В следующую петлю столбик без накида. А вот теперь смотрите, это у нас третий ряд. Мы делаем накид и вяжем вот сюда, вот в эту угловую петельку. Накид.
И в первый ряд, через ряд опускаемся вниз. В первый ряд провязываем полустолбик, вытягиваем вот так нить. Вот так у нас полустолбик с вытянутой стеночкой. Вот так полустолбик. Теперь петелька под полустолбиком пропускается. И в следующую петельку, вот у нас над этой петелькой полустолбик, мы пропускаем. В следующую вяжем столбик без накида. Провязали. Теперь снова накид. В этом ряду в нижнем, в первом, пропускаем одну петлю. И во вторую, вот сюда, вводим крючок. Вот сюда, через петлю. Вот так. Полустолбик с вытянутой стеночкой. Вытягиваем стеночку вот так. И провязываем полустолбик. Петлю под полустолбиком пропускаем, вот эту, и в следующую столбик без накида. Через одну у нас получается. Теперь снова накид. И в первом ряду через ряд внизу пропускаем одну петлю, во вторую провязываем полустолбик с вытянутой стеночкой. Вытягиваем нить. Протягиваем ее над этими двумя рядами, чтобы не стянутые были. И провязываем полустолбик. Снова вот эту петлю пропускаем, над ней полустолбик, в следующую столбик без накида. Вот стараюсь как можно медленнее, чтобы вам было понятно. Делаем накид, а пропускаем одну петлю в нижнем ряду и во вторую провязываем полустолбик через ряд. Так, чтобы у нас были красивые длинные вот такие петельки. Подтянули и провязали полустолбик. Снова под полустолбиком у нас петля пропускается, а в следующую столбик без накида. Опять делаем накид. В первом ряду одну петлю пропустили, во вторую провязываем полустолбик с вытянутой стеночкой. Вот так. Подтягиваем нить и провязываем полустолбик. Опять пропускаем петлю и во вторую столбик без накида. Тут у нас остается еще одна петля. Мы делаем накид. В первом ряду пропускаем петлю, во вторую провязываем полустолбик. Вытягиваем стеночку. Вот сюда полустолбик, подтянули нить, провязали полустолбик, все 3 петельки вместе. И теперь вот так, видите, они как ровненько кладутся. И теперь в последнюю петельку ряда, вот сюда в угол в самый, мы провязываем столбик без накида. Воздушная петля подъема. Поворачиваем опять вязание так же, как мы поворачивали направо, вот сюда. Да, не сюда, а вот сюда направо поворачиваем, вот так. Теперь самую первую петлю, из которой у нас воздушная петля подъема, столбик без накида. Теперь у нас, смотрите, дальше идет полустолбик, над ним вяжем тоже столбик без накида. А вот здесь у нас уже будет столбик. Сюда столбик без накида.
А вот дальше у нас идет столбик без накида, над ним будет полустолбик. И полустолбик мы теперь будем провязывать во второй ряд. Не в первый, а во второй. Вот сюда, за вот эту вот, видите, за стеночку вот эту сзади ставим во второй ряд крючок и вытягиваем вот так нить. Первый ряд мы в первый вязали, а этот ряд мы вяжем во второй уже ряд. То есть у нас четвертый ряд по счету, опускаемся во второй ряд. Пропустили петлю во вторую, над полустолбиком у нас столбик без накида. Над столбиком без накида следующее у нас будет полустолбик из второго ряда. Вот сюда, за вот эту прям стеночку, во второй ряд вводим крючок. Вытаскиваем нить, протягиваем ее наверх и провязываем все 3 петли вместе, полустолбик. Вот, теперь у нас над полустолбиком вяжется у нас столбик без накида. Та петля пропускается вот сюда, столбик без накида. Я думаю, что вам уже понятен смысл, да? Теперь снова полустолбик за вот этой стеночкой во второй ряд. Во второй ряд идем вот сюда за стеночку полустолбика. И вынимаем нить, подтягиваем ее. Вот так, видите, крест-накрест они идут. Первый ряд у нас идет как бы под этим, сверху накладывается петли второго ряда. Вот это во второй ряд. Мы становимся, провязываем полустолбик и над полустолбиком предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Отлично. Теперь вот так видно, да? Теперь делаем накид. Опять за стеночку вот сюда во второй ряд, за стеночку полустолбика сзади протягиваем нить, подтягиваем ее наверх и провязываем полустолбик. Над полустолбиком столбик без накида. Снова накид. И за стеночкой следующего полустолбика во втором ряду вытягиваем нить, подтягиваем, полустолбик провязываем. Над полустолбиком снова столбик без накида. И провязываем последний полустолбик за стеночку вот этого предыдущего полустолбика во второй ряд, вытягиваем нить, подтягиваем ее, провязываем полустолбик. Теперь у нас осталось вот тут столбик без накида. И в самый угол, в угловую петлю, еще один столбик без накида. У нас слегка расширяться будет, потому что мы забираем самую первую петлю, увеличиваем. Воздушная петля подъема, направо поворот, разворот вот так. И вяжем следующий ряд. Теперь мы будем использовать третий ряд. Вот у нас первый, второй, теперь в третий ряд будем идти. В первую петлю от крючка сразу столбик без накида. Во вторую петлю от крючка столбик без накида. Во вторую петлю. Как нам сделать здесь? Да, во вторую петлю мы вот сюда столбик без накида. И в третью петлю, потому что она у нас над полустолбиком, мы тоже свяжем столбик без накида, потому что по узору мы вяжем. А вот дальше над столбиком мы уже начинаем вязать полустолбик из третьего ряда. Вот сюда за
стеночку предыдущего полустолбика сзади. Вот сюда вводим в третий ряд, подтягиваем нить и провязываем полустолбик. Вот таким образом. Опять петлю пропускаем над полустолбиком. Столбик без накида. Делаем накид за стеночку следующего полустолбика в третий ряд. Вяжем полустолбик. Одну петлю пропустили над полустолбиком, столбик без накида. Я думаю, что вам тут уже будет понятно. Над каждым полустолбиком столбик без накида, а над столбиками из петли через ряд ниже, то есть вот мы сейчас вяжем пятый ряд, а по счету опускаемся в третий для того, чтобы вытянуть петлю для полустолбика. Снова над полустолбиком столбик без накида. Над столбиком из третьего ряда вытягиваем нить и провязываем полустолбик. Опять пропускаем петлю над полустолбиком, столбик без накида. Дальше делаем накид за стеночку вот сюда в третий ряд, провязываем полустолбик с вытянутой стеночкой передней, все 3 петельки вместе. Теперь снова у нас пропускается петля над полустолбиком, столбик без накида, и опускаемся в третий ряд и провязываем вот здесь за стеночкой этого полустолбика вот сюда провязываем полустолбик. Вот так. Теперь у нас петелька пропускается, затем столбик без накида. И в угловую самую петельку последнюю еще один столбик без накида. Воздушная петля подъема. И поворот, помните, направо поворачиваем. Вот так. Разворачиваемся и вяжем следующий ряд. Теперь у нас будет 6-й ряд. Значит, мы будем провязывать вот эти вот первые 2 столбика без накида, и потом вот сюда в 4-й ряд будем опускать. Видите, вот так в 4-й ряд. Мы уже в 3-м были, теперь в 4-й. Сейчас покажу. Смотрите. Значит, что мы делаем? Вяжем в первый столбик без накида. Буду уже немножко быстрее показывать, так все понятно. Теперь делаем накид, и в 4-й ряд у нас тут добавились петли. Можно уже провязать полустолбик с вытянутой петлей. Пропускаем петлю над полустолбиком, столбик без накида. Теперь за стеночку в 4-й ряд вот сюда провязываем полустолбик. Столбик, пропускаем петлю, столбик без накида над полустолбиком. Делаем накид, опять за стеночку вот сюда в 4-й ряд и провязываем столбик без накида, полустолбик с вытянутой петлей. Снова одну петлю пропустили над полустолбиком, столбик без накида. Делаем накид, опускаемся в 4-й ряд за стенку полустолбика, вот сюда.
И провязываем столбик, полустолбик из 3 петель вот так вместе. Пропускаем петлю, столбик без накида. Дальше полустолбик из 4-го ряда. Смотрим на одном уровне, у нас 4-й ряд, все полустолбики у нас на одном уровне из одного ряда. Снова над полустолбиком столбик без накида. И вот так двигаемся дальше. Из следующего будет полустолбик. Делаем накид и вот сюда за стенку в 4-й ряд опускаемся. Всегда через ряд вниз и провязываем столбик с 3 петель, полустолбик. Пропускаем петлю, над полустолбиком столбик без накида, над столбиком без накида, и из 4-го ряда будет полустолбик с вытянутой петлей передней стеночки. Вот так. Дальше полустолбик берем, над ним провязываем столбик без накида, над столбиком без накида полустолбик и из петли 4-го ряда. Вот так. Полустолбик, над ним столбик без накида. И над столбиком без накида, над последним, провязываем последний вот тут полустолбик с вытянутыми петлями. Дальше пропускается петля, провязываем столбик без накида. И из угловой петли вот тут конечной провязываем еще один столбик без накида. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваемся направо. Вот так. Вот рисунок у нас в принципе смотрится одинаково, что с лицевой, что изнаночной стороны. Мы провязали 1, 2, 3, 4, 5 рядов, нам еще надо 3 ряда. Я думаю, что вот мы провяжем 8 рядов и будет достаточно. Вот сейчас будем смотреть по предыдущему. Ну да, вот так. Еще 2 ряда провяжем. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 8 рядов мы провязали. И на этом, я думаю, мы закончим, потому что одинаково получается. На левой и правой ножке по 8 рядов. Вот мы закончили. Теперь нам надо нить обрезать и оставить конец подлиннее, потому что мы эту нить сейчас на другую сторону протянем. Обрезаем подлиннее конец, чтобы хватило нити на привязку. Вот это все, что осталось от мотка тут у меня. Вытягиваем эту нить. И вот у меня оба конца нити с одной стороны получились. Поэтому пришивать будем эту сторону с этой стороны, а вот этот мы протянем сейчас на другую сторону конец, чтобы с другой стороны пришить второй бок переда. Поэтому просто вот тут на изнаночной стороне под вот эти вот петли полустолбиков очень хорошо проходит нить. Ее не видно будет, она не будет чувствоваться. Мы ее просто на эту сторону перетягиваем на тот угол. Ну и теперь осталось нам пришить. Вот тут мы доходим до конца уже. Сейчас последнюю вот сюда в самый угол протяну нить и будем пришивать. Завязали узелочек тут и будем пришивать уже эту часть к подошве. Значит, берем, намечаем место, где будут первые петли пришива, до какой части мы пришиваем. Ставим сюда маркеры, чтобы на этих петлях до этих петель мы дошли. Вот так с этой стороны. Эта петля будет последняя. И вот здесь тоже намечаем последнюю петлю.
Вот так ровненько ставим. Так, чтобы пальчики были у нас только на виду в ножках. Ставим второй маркер и начинаем пришивать. Пришивать будем за вот эту косу, которая у нас здесь верхняя. Вот за эту косичку мы будем пришивать. Сейчас я покажу, как я это делаю. Это очень просто. Вот здесь у нас есть угловая нить. Вот за эту первую петлю вот так с внутренней стороны ввожу крючок под косичку обвязки, которую мы делали, и протягиваю нить сюда. Вот, подтягиваю ее. Теперь ввожу в петельку на верхней части, вывожу нить сюда. Можно просто взять иглу, если вы хотите там поставить нить и пришить. Но я делаю это крючком, потому что это довольно удобно, крепко пришивается, но и несложно. Под вторую петлю косички, вот так, с внутренней стороны, чтобы шов ложился вот так по верху сюда, с лицевой стороны. Все время с лицевой стороны. Вот так захватываю здесь, тоже с лицевой стороны вывожу наверх нить. Вот, а там с внутренней стороны. И вот таким образом двигаюсь, просто прошиваю вместе их. Следующая петелька косички. Захватываю ее за обе стеночки. Завожу сюда нить. И вытягиваю ее на изнаночную сторону. Я думаю, что вам понятно. Вот таким образом пришиваю. Оно с этой стороны довольно симпатично смотрится, ровно ложатся вот так петельки, и все, и очень крепко пришивается, хорошо держится. Вот таким образом продолжаем пришивать эту сторону и затем пришиваем противоположную. Ну вот и все. Наши тапочки готовы. Как я и говорила, процесс довольно несложный. И у любого из вас, я думаю, что это получилось. Давайте вязать дальше. Посмотрим, какие модели еще у нас будут. А сейчас я буду с вами прощаться. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. И, друзья, обязательно пишите в комментариях ваши отзывы, пишите ваши вопросы и ваши пожелания. Загляните, пожалуйста, на канал и посмотрите там еще другие видео. Очень много видео, уже более сотни. Там есть и босоножки, и мокасины, и различные ботиночки, и сапожки. Вот сейчас в конце этого видео будут ссылочки, перейдя по которым вы можете посмотреть другие видео, которые есть на канале. Это мастер-классы, они абсолютно бесплатны. От начала до конца вы можете смотреть и научиться вязать любую обувь вместе с нами. Ну, а я буду с вами прощаться. Желаю вам ровных и красивых петелек. И до новых встреч на канале.